Всем привет! Меня зовут Алена, и в сегодняшнем видео я вам хочу показать свой разгром, свое рабочее место. Мне очень часто задают вопрос показать свое рабочее место. И знаете, я не отличаюсь, наверное, от 90% своей аудитории тем, что у меня как такового нету рабочего места. Мое рабочее место – это балкон, это временное место, которое нашлось на данный момент у меня в квартире. И повезло одно, что у нас балкон не маленький. Если вам интересно, продолжайте смотреть. Ну, я надеюсь, что вы для себя тоже найдете какую-нибудь маленькую полезную частичку для своего творчества. Так что приступаем. У меня сейчас просто полный завал. Я начинаю все переставлять, хочется нормально все организовать. У меня тут даже все на подоконнике, потому что очень тяжело залазить именно в этот шкаф, поэтому я оттуда хочу все достать, чтобы туда не лазить, и весь материал был на виду. И тут уже подоставала, это просто ужас. Вот это весь мой материал, который есть. Не весь. Вот еще под столом. Поэтому с этим всем я хочу навести порядки, потому что я забываю, что где находится. Ну и тем самым вот в этом месте я хочу сделать несколько полочек, потому что, вот так стоит, это лишь бы что. А здесь находятся все мои краски, красители, и, как видите, я сделала полочку из обычного картона, и я ее хочу тоже сделать деревянной, повыше, распределить, чтобы все стояло аккуратненько. Это материалы, которые мелкие, они, в принципе, нормально все стоит. И здесь тоже уже все завалило, потому что просто надо наводить порядок. Каждый раз наводишь порядок, и каждый раз у тебя это все сваливается в кучу, потому что ты не знаешь, как правильно все организовать. И по возможности, конечно, это, кстати, швейная машина, которую, как говорится, выкинуть жалко. Возможно, она еще когда-нибудь пригодится. Но мне она очень нравится, и, кстати, она до сих пор работает. Я вот тут сверху тоже хочу сделать полки для удобства. Пускай это все будет и временно, потому что это все пока находится на балконе. Но тем самым хочется удобства для своей работы, поэтому буду что-то придумывать. Но вот это я хочу, вот эти две я хочу сделать в первую очередь. И, конечно же, вот там у меня хранится бумага. Для бумаги я тоже хочу сделать ящик. И обязательно на колесиках. У меня тут дошло дело до ракушек. Перебираю по пакетикам. Оказывается, их немало. И вспомнила, что у меня у дочки есть такая шкатулка, в которой есть все ее ракушки, которые она откуда-то привозит. И где-то что-то находит, кто-то дарит. Все в одной коробке. Но их в работу она мне не дает. Открыла шкаф, навела порядок, и причем, что сюда в коробках составила все, как я называю, зимние материалы. Снизу коробка, проволока, пробки. Зимние материалы – это те материалы, которые я в основном использую зимой. Это какие-либо природные материалы, шишки, желуди, новогодние игрушки и вообще все, что связано с новогодней елкой и с новогодним декором. Сбоку у меня стоят вот такие ящики, там как раз для них хватило места, в которых я храню большие шишки. В верхнем ящике у меня находится мох плаун, который остается зеленым долго. Тоже шишки на ветках. И вот такие стручки, я их называю стручки фасоли. И честно, на данный момент я забыла, как они правильно называются. Если вспомню, напишу, как называется дерево. Пока что не знаю, куда их использовать, но смотрятся они интересно. Так что большие природные материалы хранятся у меня сбоку вот таких ящиков. Этим летом уже надо будет все достать, хорошо помыть и почистить. Ну что, мой бардак продолжается. Еще нужно кучу всего убрать. Все кошачьи, хомячьи принадлежности тоже с окна все поубирать. Вчера убрала самое важное, пока что повыставляла сюда. И с этой стороны все сюда сейчас переставляю, потому что нужно помыть оконную раму. Но тем временем я попросила своего мужа с папой сделать мне ящики для того, чтобы правильно и красиво все организовать. Но в принципе мне было все равно, из чего они будут сделаны. Главное, что я их хочу покрасить, и они у меня будут долго и хорошо служить. Так как этот материал не очень красиво выглядит, я слегка шпаклюю шпаклевкой по дереву. Можно использовать любую шпаклевку. И после чего буду красить белой водоэмульсионной краской в 2-3 слоя. Тем самым я уберу все вот эти заусенцы, которые просто царапают пальцы. И ящики будут хорошо выглядеть. Поэтому не обязательно покупать дорогой материал для того, чтобы сделать ящики. Кто-то делает их из нескольких слоев картона, но
Я не знаю, у меня не хватает терпения работать именно с картоном и выстраивать ящички ровненько. Поэтому для меня, конечно, актуальный вариант – это попросить супруга, чтобы он мне сколотил то, что мне нужно. И, конечно же, по размеру. Они мне сделали 2 ящика. Один у меня пойдет под краски, это вот этот узенький, и ящичек пошире, который я тоже измерила нужные мне расстояния между полочками. Сделали для мелких ящичков, которые у меня есть. После того, как у меня все высохло, я ставлю на свое место и начинаю все разгребать. Первое, что я сейчас буду делать, это расставлять все свои краски, красители и клея, которые у меня есть. Также у меня есть вот такая палитра. В строительном магазине висели образцы красок Альпина, и я со временем понабирала себе немаленькое количество. Сейчас их почему-то убрали, и палитр нету. Наверное, им это невыгодно, но у меня осталась хоть какая-нибудь. Как вы видите, у меня большое количество строительных красителей, которые я добавляю в краски и делаю нужные мне оттенки. Также я вытираю пыль на верхней своей полочке и тоже туда ставлю самодельный ящик. Я его тоже покрасила в белый цвет и приступаем к расставлению. Наверное, любимое дело. В этом видео я не успею вам показать, конечно же, все, что я делаю, так как некоторые еще не доделаны. Но я хочу вам, наверное, показать больше из того, что у меня есть из материалов и с чем, в принципе, я работаю. В одной из коробочек у меня хранятся разнообразные блестки, также флок-пудра и вот крашеная манка, которую я использую для цветов. Для декупажа у меня есть салфетки. И знаете, наверное, это салфетки не специально для декупажа, а салфетки, которые каким-то образом попадали мне в руки, и я вот так вот по несколько штук их храню. Как-то заказывала на AliExpress паталь серебряного цвета, ее еще ни разу не использовала, хотя надо бы, просто надо купить клей для патали. В фикс прайсе я покупала вот такой контейнер, в который я сгрузила маленькие принадлежности для бантиков, кабошоны, всякую мелочевку и нитки с иголками. Мне кажется, это очень удобно. Еще не так давно я все-таки приобрела себе контейнер для мулиной ниток. Это от фирмы DMC. И знаете, очень удобно. Внутри находятся также еще картонные шпульки для того, чтобы наматывать нитки. Но если они заканчиваются, их можно сделать самостоятельно, не обязательно их покупать. Просто вырезайте из совершенно любого картона. У меня их не хватило, поэтому я делала сама. Мне кажется, таким образом, конечно же, нитки хранить удобнее. Также у меня есть маленький контейнер с шурупчиками, с разными штучками, с маленькими мелкими красками, с какими-то иглами для вышивки и маленький любимый контейнер со шпульками, который у меня еще со времен моей учебы. Также вы как-то спрашивали меня, что можно сделать из остатков камушков для алмазной вышивки, но я пока не знаю, у меня их не так много и тоже хранятся в коробочке. И один из контейнеров — это мои любимые тычинки и тейп-лента, которую тоже храню отдельно. Еще для оформления разных интересных страничек или оформления заказов у меня есть штампы и печати, которые я заказывала на AliExpress. И я постараюсь найти просто ссылки на все материалы, которые у меня есть вообще, и оставить это все в описании. Возможно, кому-то что-то пригодится. Расставляю все на полочку. Сверху у меня также есть еще маленькая полочка, которую я тоже решила не оставлять без присмотра, так сказать, и на нее загрузила мелкие материалы, которыми я очень-очень редко пользуюсь. Коробка с рабочими инструментами, которые всегда находятся у меня под рукой. Пора бы навести порядок и в ней. И заодно я хочу рассказать вам, какие ножницы у меня есть. Потому что часто у меня спрашивают про мои ножницы. Я к ножницам отношусь очень ответственно. И знаете, для меня важно, чтобы ножницы были хорошими, а не маникюрными ножничками резать ту же самую гофрированную бумагу. Мне кажется, это несерьезно, и в работе это просто-напросто неудобно. Первые ножницы, которые я вам покажу, это фирма Sharpist. Эти ножницы я люблю использовать именно в работе с фоамираном. Потом ножницы с волной, покупала их на Newchik. Ножницы Xiaomi, они есть большие, маленькие, тоже очень удобные. Розовые ножницы Fiskars, и в наборе был секатор.
Очень люблю их в работе с бумагой, и ножницы зигзаг, которые когда-то мне пришли с сайта Banggood. Но все вот эти ножницы зигзаг и волна есть на AliExpress. Я думаю, что лучше покупать именно металлические добротные ножницы, чем покупать в канцелярских магазинах, и они не будут резать. Эти ножницы режут как бумагу, так же и фоамиран. Поэтому я понахожу все ссылки и оставлю их в описании. Ну и у меня в этой коробке находится множество материалов, которые я использую каждый раз в работе. Это какие-то маленькие щипчики, кусачки, крючки, спицы. Короче, все, что может пригодиться в работе. Пока я тут все разбирала, я поняла, что мне не хватает 2 навесных ящичков, которые я, как вы думаете, купила в Fix Price. Я давно их там присмотрела, но я хотела белого цвета, но белого цвета их не было. Поэтому я купила вот такого светло-светло пастельно-розовый оттенок. Он как раз отлично подходит к цвету стен на моем балконе. Убираю наклейки с помощью фена. Вставляю вовнутрь перегородки, их можно вставлять в том месте, где вам больше нравится, и в принципе в том месте, где они нужны, и мне кажется это очень удобным. Ваши материалы внутри, допустим краски, не будут валяться по всему контейнеру. И уже эти 2 контейнера чуть позже покажу, куда я буду закреплять. Также, проходя мимо, у нас есть еще магазин Еврошоп, он находится тоже рядом с Fix Price, он тоже из дешевых, и я купила вот такую белую корзину. Она мне понравилась, но я не знала, для чего буду применять, но использовать буду для своих веревочек. Ну и, конечно, в этом же магазине Еврошоп я купила маленького ежика, которого поместила в газон с цветочком, и вот такие зайки, знаете, пускай Пасха прошла, но я думаю, на следующий год они будут очень актуальны. Поэтому, если у вас есть этот магазин и вам понравились такие зайки, советую сейчас их приобрести, потому что в следующем году их может уже и не быть. И отложить до лучших времен. Я на большой ящик сверху решила сбоку прикрепить именно 2 таких контейнера, которые буду прикручивать на шурупы. Туда я буду помещать также свои мелкие краски, какую-то масляную пастель и клей. Мне хочется на этот раз очень распределить свое пространство таким образом, чтобы оно было все функционально и было все в одной куче, а не разбросано по всему балкону. А таким образом все будет на видном месте. Работы, конечно, впереди еще много, так как надо как-то это все до конца организовать. Впереди, я думаю, будет еще несколько видео по организации своего рабочего места, так как в одно видео просто это все засунуть невозможно. Хочется побольше вам показать и рассказать, но тем самым, я надеюсь, через какое-то время я вам покажу уже готовый вариант именно всей организационной зоны. Так как у меня балкон, мне на нем приходится и снимать свои видео, также и работать, и хочется это сделать очень функциональным и удобным в первую очередь для себя. Каждый, конечно, из нас смотрит на то, что у него есть дома, на то помещение, пространство, которое у него есть дома. У меня оно небольшое, но тем не менее творчество это не мешает. Таська немножко помогает. А тем временем я заказала себе бумагу на этот раз с сайта Оликбай. И знаете, у нас в Беларуси очень много как интернет-магазинов, также и в цветочных магазинах продается бумага. Поэтому я покупаю ее везде и всегда. Но на этот раз именно на этом сайте по одной простой причине, что можно было заказать не целый рулон бумаги, а половину. Что мне очень нравится, потому что есть цвета, которые я очень редко использую. Они постоянно не нужны. Ну и вот что я заказала. Большое количество оттенков, которые у меня уже позаканчивались, какие-то новые оттенки. Если вам интересно, в одном из следующих видео я буду делать именно ящик для хранения бумаги. Все это покажу, постепенно буду показывать вам, что и как я меняю. Поэтому, если интересно, следите за моим каналом. Ну а на сегодня все. Если вам было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. Я буду стараться снимать что-нибудь интересное и не только связанное с творчеством. Хочется показать вам также немножко для дома, но не на все всегда хватает времени. Но я буду стараться. Так что до новых встреч. Пока-пока.